Вот балансир. Внешний вид у него вот такой. Это плата с различными элементами, фишка, на которой крепятся провода, которые идут к шинам лития. Этот балансир пассивный. Что это значит? Это значит, что все банки уравниваются по самой тощей, то есть самым низким напряжением. При этом весь излишек жирных банок переводится в тепло. Активный балансир переводит тепло только часть энергии. Но на автомобиле такая экономия будет незаметной. Этот балансир типа весы. Каждые две соседние банки сравниваются по напряжению. Для батареи из 6 банок необходимо 5 каналов сравнения. В результате сравнения банка с большим напряжением разряжается до уровня соседки. Сейчас я продемонстрирую реакцию балансира на разряд одной ячейки АКБ. Все каналы включились, и по мере балансировки сейчас начнут выключаться в том же порядке. Вот. Ну а теперь разрядим ячейку в центре. Подключились. Каналы слева и справа от этой ячейки. Грубая балансировка закончена. В чем главное отличие от балансира ограничивающего типа? Ограничивающий балансир включается в работу в конце зарядки при определенном напряжении, а этот балансир работает всегда при любом напряжении. Ограничивающий балансир греется при достижении баланса, а этот не греется и почти не потребляет ток. Ограничивающий балансир должен иметь большой запас по току, так как время его работы в конце зарядки обычно ограничено. Выбирается из условий рассеивания тепла, обычно не более 0,5 ампер. А этот должен иметь ток балансировки всего лишь разницу токов самозаряда банок. Максимального тока 200 мА не хватит только для бракованных банок. Если батарея собрана из банок разной емкости и используется для частых и глубоких циклов заряда-разряда, то в этом случае балансир может не успевать выравнивать банки по напряжению. Иногда это не страшно, а иногда потребуется дополнительный усилитель тока балансировки или дополнительный ограничитель на взлетающую банку. Какая точность балансировки необходима? По расчетам, исходя из зарядных и разрядных характеристик банок титаната, на пологом участке кривой разницы в 1% емкости соответствует разнице напряжения 2,5 мВт. А этот балансир при проверке обеспечивает разность напряжения в менее 1 мВт. Почему на автомобиле надо устанавливать балансир такого типа? В основном из-за температурной коррекции бортового напряжения. В таких условиях ограничивающий балансир будет срабатывать лишь зимой, либо при настройке на летнее напряжение зимой будет постоянно греться и при включенном двигателе будет просаживать напряжение до летнего уровня. Нужно ли защищать плату балансира? Печатная плата содержит подобранные точные резисторы для точного взвешивания напряжения. Плата покрыта специальным лаком. Ее необходимо защищать от механических и химических воздействий. Достаточно ее просто установить в корпус АКБ, либо поместить в термоусадку с герметизацией с торцов, а затем в корпус. При использовании для крепления отверстий на печатной плате необходимо применять изолирующий крепеж. Как подключить балансир к литию? Вот у меня есть 12 банок. По 2 банки подключены параллельно, а между собой они подключены последовательно.
Вот берем балансир, берем плюс. Так, сейчас, секундочку. Берем плюс и минус. Подключаем к крайним банкам. У нас остается 5 проводочков. Их подключаем к соединительным шинам, которые тоже 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Закрепить их можно либо шайбой, вот так, либо просверлить отверстие и на винт прикрутить их к шине. Сейчас замерим напряжение в каждой банке. — 2,44. 2,43. 2,44. 2,45. 2,43. 2,45. Сейчас подключим балансир и посмотрим, за какое время он их отбалансирует. Так, ну вот балансир подключен. Время пошло. Ну что ж, прошло 3 часа. Давайте замерим. 2,42. 2,42. 2,42. 2,42. 2,42. 2,42. Так, отвечу на вопрос, сколько нужно балансиров. Для 1, 2, 3, 4 и так далее секций достаточно одного балансира. Просто в этом случае главное подобрать ячейки в параллель. Если не хватит, то тогда к балансиру надо будет пристыковать усилитель тока балансировки. Их 3 типа, нужно выбрать оптимальный. Купить его можно будет в Новосибирске. Адрес электронной почты я оставлю в описании под этим видео. Так, ну и многих интересует цена. Сразу скажу, что цена разная, потому что комплектация у балансиров разная. Но в данном случае мой балансир стоит 1000 рублей. И напоследок, ни в коем случае не подключайте балансир к литию, не отсоединив его от фишки с проводами. Иначе могут быть вот такие последствия. Друзья, если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии под этим видео. Всем спасибо за просмотр.